что делает крыса, загнанная в угол, как известно? Нападает. А Разин совсем не крыса. У нас тоже были пираты с лицензией, с патентом. В советские годы Степан Разин, понятно, народный заступник, герой. Почему именно за Разиным пошел народ? Первая победа, большая, русского морского флота – это победа Степана Разина на Каспии. Пиратская, каперская победа. Как говорил Стенька Разин, я пришел дать вам волю, говорил он русским людям. А давал-то что? Кровь, слезы, смерть. Ну, а за что биться? Понимаете? Одно дело, когда за Родину, за Сталина, а когда за Разина – нет. Здравствуйте, дорогие друзья, любители русской истории. Сегодня у нас не очень обычная передача. Лекция, рассказ, беседа. Каждая из вас, да и я сам бывало, называем эти встречи по-разному. Но суть их проста. Вспомнить, что было в нашей великой, замечательной, яркой русской истории и как эти знания можно соотнести с сегодняшним днем. Какие уроки извлечь, о чем задуматься, какие выводы попробовать хотя бы сделать. Да, история, как известно, плохая учительница, потому что она никого ничему не учит, но очень строгая надзирательница, ибо она беспощадно наказывает за неусвоенные уроки. И сейчас, в эти январские дни, когда отгремели новогодние праздники, и, казалось, мы с вами попрощались с историей 17 века, завершили этот курс. Получаю массу отзывов, комментариев, возмущений. Ну, как же так? 17 век завершили, а про главного героя, главного народного героя 17 века не рассказывали. Забыли Степана Разина. Как писал Пушкин, это ведь был самый поэтический герой русской истории. Я, честно говоря, про него не забыл, не упоминал совершенно сознательно, потому что не очень люблю эти темы. Разин, Пугачев, Болотников. Все эти революции и мятежи, когда нас зовут в светлое завтра. Как говорил Стенька Разин, я пришел дать вам волю. А давал-то что? Кровь, слезы, смерть. Не очень люблю об этом рассказывать, но история поучительнейшая на самом деле. И человек необычный. И движение все это, разинщина, столь характерное для нашей истории, в чем-то самоповторяющееся. Что вот давайте вернемся в 17 век, поговорим о Степане Разине. Ну и спасибо вам за эти многочисленные отклики, за комментарии. Я стараюсь читать. Иногда даже прошу помощников ответить на какие-то письма, потому что без вашего участия курса рассказов о русской истории просто бы не было. Но благодаря тому, что мы чувствуем, как вам это интересно, снова и снова возвращаемся в дни вчерашние, чтобы снова и снова с вами это пережить и снова задуматься о дне сегодняшнем и дне завтрашнем. Поэтому пишите, ставьте ваши плюсики, минусики, лайки, комментарии. Спасибо вам. Степан Разин. Как бы мы к нему ни относились, это действительно одно из самых раскрученных имен нашей истории. И так либо иначе про Степана Разина слышал что-то любой двоечник. Да, отношение к нему менялось. До революции это один из образцовых демонов нашей истории, проклинаемый и в церквях, ну и, конечно, официальными историками. А при всем при этом про него действительно слагались народные песни, былины. Его образ жил в народе. Вот вопрос о том, насколько этот образ соотносился с реальным Степаном Разиным, об этом мы сегодня с вами тоже обязательно поговорим. В советские годы Степан Разин, понятно, народный заступник, герой улицы,
в честь Степана Разина, в том числе прямо около Кремля. Предприятия, даже был пивзавод небезызвестный. В 20-е годы в Поволжье, на Южном Урале, крестьяне верили, что Стенька Разин вернулся, воскрес. И вернулся не просто так, а в образе Ленина. Говорили, он не такой, как в газетах. На самом деле Ленин – это огромное мужичище с бородой в красной рубахе. Что было еще в советские годы? Ну, жалели осторожно персидскую княжну, которую Стенька Разин так жестоко бросил в волжские волны. Как-то не по-мужски Разин поступил. Хотя сегодня сам факт ее наличия историки оспаривают, тоже об этом поговорим. Ну, а в нашей ни тебе демонизация, ни идеализации. Читающей публике как-то не до Разина. Иногда даже встречается расхожее мнение, как бы походя, цедя сквозь зубы: да что там Разин, это были просто бандиты. Чего о них вообще говорить? Не заслуживают они никаких разговоров. Вообще, бандиты ли они были? А может быть, пираты или каперы? Каперы – это пираты по государственному найму. Так что давайте разбираться. Середина 17 века. Россия отряхнулась после смуты, расправила плечи. Но государство еще довольно слабое. Русского государства тогда меньше всего было как раз на Дону. Ну, точнее сказать, на Дону его вообще не было. Здесь наступал предел царской власти. С Дона выдачи нет, как говорили. Нет здесь царских войск. Казаки живут своим умом. Само это выражение «с Дона выдачи нет», эту фразу придумали позднее, но тогда как казаки похвалялись? Вся земля, то есть вся страна, нашему казачьему житию завидует. Завидовала, во многом это была правда. И вот это право на вольное житье-бытие нужно было все время казакам защищать силой оружия. Южная граница – фронтир русского государства, граница со степью. Степные соседи, крымские татары, нагайцы, ну, тем более османы, поскольку их клиенты, крымцы, не те люди, которые готовы жить тихо-мирно по соседству за счет мирного труда. Казакам все время нужно было держать ухо востро, порох сухим, а для Москвы это очень выгодно. С волками жить, своих волков иметь. Сейчас мы, когда думаем о казаках, сразу вспоминаем Тихий Дон. Дон никаким тихим тогда не был совсем. Шашкин наголо, казачья конница. Тогда казаки – это вообще в основном не конные воины. Казаки в основе своей – это пешие воины. Либо воины на лодках, на стругах. Это речные воины, речные моряки, если так можно сказать. Казаки тогда, ну, самые настоящие пираты. Самое ближнее сравнение. Кони слишком дорого стоили еще, и мало их было. А Дон – это наш вариант Карибского моря. Примерно те же самые времена, 16-17 век. И вот это вот пассионарное бурление казачества и защита русских земель, и расширение. Всегда ведь удобно, когда казаки что-нибудь захватят, расширят русскую землю. А официально мы здесь ни при чем. Это воровские казаки, не наши. Джек Воробей, вот посмотрите на него. Вот типичный казак, только не донской, а карибский. И хотя Джек Воробей, хоть и прямой аналог, а персонаж вымышленный, но тогда Карибы, океаны были наполнены самыми настоящими, самыми реальными каперами, корсарами, флебустьерами, приватирами, буконьерами. Корсар, он же флебустьер или пират. Это все примерно одно и то же. Это без всяких нюансов. Морские бандиты, которые грабят всех подряд. А вот капер, это уже с голландского, ну, на немецком то же самое. Это не просто морской разбойник. Это разбойник, который получил патент от государства на легальный разбой. То есть он грабит не всех подряд, а только врагов государства. Тут тоже были свои нюансы, каперы были разные. Ну вот, например, приватир. Приватир – это компания или частное лицо, которая корабль свой целенаправленно, официально заказала, построила, снарядила за свой счет, после чего получила, опять же, государственный патент, лицензию. И дальше приватиры
совершенно легально, официально грабят противников, там, каких-нибудь испанцев, французов, кого-то еще, и небольшой налог, часть выручки сдают государству. Далее, буконьер. Буконьер. Это специализация пиратская, или, точнее говоря, каперская. Буконьер – это те, кто специализируется на высадках на сушу и грабежах прибрежных городов. Морская пехота пиратская. Самым известным буконьером, самым прославленным был Генри Морган. Тот самый, в честь которого знаменитый ямайский ром, Кэптон Морган. Не пейте никогда, с Ямайки вы не найдете. А все остальное лучше не пробовать. Кстати, непростой парень был. Он вообще-то из дворян английских. Закончил свой карьерный пиратский путь, там чуть ли не вице-губернатором Ямайки, английской колонии. Пил много, бедолага. И хоть он и рыцарь, и сэр, но умер. Цирроз печени. Алкоголизм. Еще один самый знаменитый капер. В Англии это вообще национальный герой. Они его и пиратом-то не считают. Он адмирал Фрэнсис Дрейк. Это морской исследователь. Совершил, кстати, второе после Магеллана кругосветное плавание. Именно Фрэнсис Дрейк был первым, кто прошел знаменитым и суперопасным проливом между огненной землей, южная оконечность Южной же Америки и Антарктиды. Это сейчас, кстати, пролив Фрэнсиса Дрейка. Именно Фрэнсис Дрейк привозил из своих пиратских заграничных туров такие богатства в Англию. Во время одного из них привез груженный там золотом, бриллиантами галеон, который превышал своей стоимостью весь годовой доход английского королевства. То есть больше годового бюджета. Понятно, любила его за это Елизавета, лихой парень. Вот этот вот знаменитый жест, или вот этот вот, да. По легенде, когда Елизавета поднялась на борт лично корабля Фрэнсиса Дрейка, чтобы поприветствовать его, капитан выстроил из команды, и капитан прикрыл себе, я вообще не знаю, что у него там была, косынка или треуголка на голове. Значит, капитан Фрэнсис Дрейк прикрыл глаза ладонью, чтобы показать, что Елизавета ослепила его, как солнце. И этот жест стал отданием чести вышестоящему начальству с той поры, сначала на флоте английском, ну, а потом везде, во всех армиях мира, вот, ну, в большинстве, по крайней мере. Ослепило, как солнце. И один из победителей Великой Испанской армады, англичане призвали тогда и пиратских капитанов защищать родину, сражаться. Поэтому в Англии национальный герой. Смотрите английский фильм «Елизавета». Неплохой. Вы увидите там и Фрэнсиса Дрейка. И вот это вот роковые минуты для английского королевства, когда остров был на грани захвата испанцами. Видите, мы про Степана Разина, но и про его западных коллег тоже сразу говорим. Уильям Кит, тоже знаменитый капер. Был у него патент соответствующий, он шотландец, чуть помоложе Степана Разина. Кого-то не того он, правда, ограбил. В общем, оклеветали. Или не оклеветали. Арестовали, каперский патент аннулировали. И, в конце концов, в результате образцово-показательного процесса, тут уже британский суд с париками и в мантиях, выступил по полной программе. И вот Уильяма Кида, как нарушившего свои пиратско-каперские обязательства, образцово-показательно казнили. А вообще, фигура была легендарная. Существует легенда о так и не найденных сокровищах Кида. Якобы где-то он их закопал на острове Скелетов. Почему остров Скелетов? Потому что Уильям Кид всех, кто ему помогал сокровища закапывать, собственноручно умертвил. А скелеты аккуратно так разложил, что они как стрелки показывали, куда идти. И этот сюжет многократно вдохновлял и Эдгара По, ну, естественно, Стивенсона. «Остров сокровищ». Читайте, смотрите. Кстати сказать, непосредственным прототипом того самого капитана Флинта с «Острова сокровищ» считают другого пирата, он внешне чем-то напоминал его, Эдвард Тич, или «Черная борода». Большой был мастер пиара, наводил ужас на морях и океанах не только делами своими, но и внешностью. Представьте себе громенного моряка с пышной черной бородой, а бороду он заплетал на косички, и не просто косички черненькие, а в косички он вплетал разные цветные ленточки. Ну, чем не Джек Воробей.
но борода побольше, плечи пошире. И вот представьте себе такой пират с горящими фитилями, вплетенными прямо в бороду, палящий с двух рук. Именно он, Эдвард Тич «Черная борода», имел как раз флаг с изображением черепа. Отсюда и пошла мода на череп и кости, как главный пиратский бренд. Кстати сказать, у него был не только черный флаг с белым черепом и костьми, но еще и красный флаг. Не знаю, с черепом или без. Задолго до Парижской коммуны и прочее. Это вообще-то пиратский флаг черной бороды. Погиб геройски во время какого-то абордажа. Но не надо думать, друзья мои, что Россия была какой-то отсталой в пиратском плане. Что у нас были только, мол, разбойники. Нет, у нас тоже были пираты с лицензией, с патентом. Самый знаменитый пират на русской царской службе – датчанин Кристиан Роде. Его команда, помимо, естественно, наемников всех мастей, была совершенно официально укомплектована московскими пушкарями и архангелгородцами, поморами, знатными моряками из Архангельска. Была у него царская грамота, патент. Выдан был, кстати, на льготных условиях. Предполагалось, что будет платить он всего-навсего десятину, 10% от добычи. К тому же ему отправлялись еще царские пушки, и предполагалось, что захваченные пушки с чужих иноземных кораблей он самые лучшие будет отдавать в царскую казну. Но, правда, не отдавал ничего. Этому Кристиану Роде было царской грамотой пожаловано специальное воинское звание «Морской атаман». Ну и как вы думаете, кто из царей был столь гибок в проведении своей кадровой политики, что нанимал датских пиратов, укомплектовывая московскими пушкарями и архангельскими поморами пиратские корабли? Ну, конечно, наш просвещенный молодой Иван Васильевич Грозный. Ему посоветовали датчане. Во время Ливонской войны датчане были нашими союзниками против шведов. И есть отличные ребята. Они сами за небольшое вознаграждение разберутся со шведами. Им надо только помочь и дать полномочия. И поддержать их финансово. Так, по рекомендации датского короля, своего брата, взяв Нарву, а Нарва – это уже морской порт перспективный, Иван Грозный решил создать сеть собственных каперов и поставил во главе того самого датчанина Кристиана Роде, который, кстати, действовал весьма успешно. И считается, что захватил около 20 и потопил шведских кораблей. Кристиан Роде был авторитетным на Балтике товарищем. Тоже известен был большой черной бородой, а может быть рыжей, не знаю. Видимо, этим он и привлек православного государя, окладистой бородой. Он на флагманском судне ходил с собственным цирюльником. Известно, что строго следил за заповедями и церковными службами на корабле, а если кто был из богохульников среди пиратов, то Кристиан Роде лично вышвыривал таковых за борт. Уж я не знаю, заставлял ли при этом пройтись по доске вот этот традиционный способ пиратской казни 50 на 50. Вот, или обходился как-то попроще, но там все церковные службы на русских православных пиратских кораблях под датским командованием исполнялись. Иван Грозный, находясь во временной столице в городе Александрове, в 1570 году лично подписал Кристиану Роде каперский патент, который, кстати, знаете, как по-русски назывался тогда? Все-таки русский язык великий и могучий. Каперский патент в исполнении Грозного назывался «фартовая грамота». Вот этому фартовому Кристиану Роде было предписано сражаться строго с вражескими кораблями, но при этом так ни в коем случае первому не нападать, огонь не открывать. Ну, вероятно, он, конечно, нападал первым на шведов. Вероятно, это было сделано на тот экстренный вариант, если вдруг Роде попадет в плен, а по нему обнаружат грамоту, по которой, в общем-то, Кристиану Роде предписывалось только защищаться. Только защищаться. Вернемся к казакам. Со временем, как раз при Иване Грозном, казаки на Дону слились в одну общину. Появилось так называемое неформальное поначалу донское войско.
Это территория современной Ростовской области, запад современной Волгоградской области, но еще небольшой кусочек Донецкой Народной Республики. Взгляните уже на карту времен Николая II, когда окончательно сложились, оформились границы войска Донского. Вот наложены на современные границы Ростовской, Волгоградской областей. Огромная самоуправляемая территория. Царя они нашего признавали, но присягу, то есть крестоцелование, как тогда называлось, не приносили. Сношение с донским войском велось через посольский приказ, то есть фактически через Министерство иностранных дел. Войско это пользовалось максимальной автономией. Вообще это были типичные отношения средневековья. Орган управления и суда – войсковой круг. Исполнительная власть – выборный атаман и его помощники. Кстати, эти помощники назывались есаулами. Потом есаул стал воинским званием. Столицей с 1644 года, то есть местом атаманской ставки постоянной, стал Черкасский городок. Современная станица Старочеркасская. Взгляните на карту. Поскольку тогда, в 17 веке, южные границы Донского казачества упирались в Азов, в турецкую крепость, а Ростова-на-Дону не было, этот город основан позже, в 18 веке. Черкасский городок, Черкасск его иногда называли, находится вот здесь, примерно в 30 километрах выше по реке от современного Ростова. Помимо постоянной помощи, которую Москва оказывала воинской, материальной казакам, что объединяло? Ну, в первую очередь, русский язык. Казаки и Москва говорили на одном языке, и вера православная. Вот что было главным цементирующим фактором, который позволял нам считать казаков своими, а казакам считать Москву своей опорой, именно Москву. В 17 веке начинается расслоение казачества. Казаки делятся на домовитых, собственно, все органы самоуправления, все начальство, старшины, те, кто верховодит в войсковом кругу. Это домовитые казаки, казаки в нескольких поколениях. У них уже и земля своя, им принадлежат и промыслы, мельницы. А вот пришлые казаки, новоприбывшие, назывались голодьба. Понятно почему, нет у них ничего за душой. Они только прибыли на Дон, и вот как раз из голодьбы домовитые казаки формировали военные отряды, снабжали их за свой счет оружием, стругами, лодками и отправляли, как тогда говорили, за зипунами. Добудьте себе славы и богатства. Естественно, после похода за зипунами, что должна была голодьба? Вернуть инвестиции домовитым казакам, то есть отдать им существенную часть своей выручки, что-то оставить себе и дальше богатеть и расти. Такая система. Поход за зипунами – это не только поход против турок, крымцев, нагайцев или кого-то. Вполне мог продолжиться, как тогда говорили, воровством. В русских дворянских имениях, ну, что тут поделать, воровские казаки, поди их проконтролируй. И вот появляется Степан Разин. Собственно, когда он родился, точно не знаем. Мы знаем только конкретный год и день его смерти. Фигура эпическая. Его окружала мифология. Непростой казак, чародей, вещи, колдун. Сабля его не брала, пуля отскакивала. Как описывали Степана Разина наши лучшие историки XIX века? Вот почитаем Костомарова, кавычки. Стенька Разин был человек крепкого сложения, необыкновенно предприимчивый и деятельный, человек непреодолимый в воле, своенравный, непостоянный, вместе с тем неуклонный в принятом намерении, то мрачно суровый, то разгульный до бешенства, то преданный пьянству и кутежу, то способный с нечеловеческим терпением переносить всякие лишения, то некогда ходивший на богомолье в далекий Соловецкий монастырь, то впоследствии пренебрегавший посты, не хотевший знать ни таинств, ни священников. В его речах было что-то обаятельное. Толпа чуяла в нем какую-то небывалую силу, перед которой нельзя было устоять, и называла его колдуном. Жестокий и кровожадный, он забавлялся как чужими, так и своими собственными страданиями. Закон, общество, церковь, все, что стесняет личные побуждения человека, стали ему ненавистны. Сострадание, честь, великодушие были ему незнакомы. Это был выродок неудачного склада общества. Местью и ненавистью к этому обществу было проникнуто все его существо. Непростая характеристика. И вообще тогда в XIX веке о разинщине как явлении было принято писать в терминах «всякая буйная сволочь», насиловали обывателей, бандитствовали, зверствовали. Больше никак. Народные песни о Разине,
как-то значительно доброжелательнее. Там народ выражал свои представления о том, каким был или должен быть в его представлении эпический былинный герой. Вот песня «Разин и девка-астраханка». «Ты взойди, взойди, красносолнышко, обогрей ты нас, людей бедных. Мы не воры и не разбойнички, Стеньки Разина мы работнички. Исауловы все помощнички. Мы веслом махнем, корабль возьмем, кистенем махнем, караван собьем. Мы рукой махнем, девицу возьмем». Так вот, такие лихие люди. Сюжет песни простой. Астраханский воевода увидел Стеньку, приказал зарядить 40 пушек и разом выстрелить. И все ядра полетели, но Стенька заговоренный. «Ваши пушки меня не возьмут, легкие ружьица не проймут. Уж как возьмет ли не возьмет астраханская девка Маша». Да, пушками не взяли, взяли с помощью астраханской девицы Красной. Прельстила, накормила, напоила, спать уложила, а тут Разина и повязали. Посадили в железную клетку, повезли по Волге. Он там попросил стакан воды напиться из реки, взял, окатился водой и в реке очутился и уплыл. В общем, сведения о Разине и его жизни скудные, если не считать таковыми хронологию бунта. Мы знаем, что примерно к началу бунта ему около 40. Это известно из указания одного голландского путешественника, который встречался тогда с Разиным. Но когда точно он родился, неизвестно. Где родился? Есть популярная легенда, что в станице Зимовейской, где и Пугачев, я об этом рассказывал вам во время лекции о Пугачеве, но историки спорят. Многие считают, что легенда эта появилась уже при Пугачеве, как бы подчеркивая злой рок пугачевщины Емельки, прописали это по факту совпадения, прилепили туда и Разина заодно. Почему спорят? Потому что первое официальное упоминание станицы Зимовейской в документах фигурирует позже, только в 1672 году, уже через год после смерти Разина. Поэтому мы точно не знаем вообще, существовала ли при Разине эта станица. Так что то ли в Зимовейской, некоторые считают, что в самом Черкасском городке столичном Разин родился. Был он из домовитых казаков, не первого поколения. Несколько раз бывал в Москве в составе посольства казачьего, когда они били челом о нуждах Дона, ну, то есть просили субсидий, экономической поддержки, как обычно. 2 раза побывал Разин на Соловках. Верующие. Принято так было. Паломнические туры. Если согрешил, обязательно надо съездить на дальнее богомолье, душу спасти. Участвовал в переговорах казаков с калмыками, татарами, крымцами. Отсюда есть легенда, что Разин был полиглотом и знал разные иностранные языки. Сложно сказать, но тогда вся эта масса, особенно домовитого этого казачества, была мультиязычной. Но раз участвовал в переговорах, значит, на каком-то уровне что-то знал из языков. По крайней мере, считается, что его матерью могла быть вполне пледная татарка из Крыма или вообще турчанка. Ну, а тогда от матери точно он по-турецки, по-татарски говорил. Ну, кстати сказать, это часто было у казаков. Я напомню, что у Григория Мелехова бабушка турчанка, так, между делом. Это даже тогда, уже в цивилизованные времена. Разин атаман. Он атаманил собственным, хоть небольшим, но воинским отрядом. Участвовал в войне Малороссии. Тогда как раз Богдан Хмельницкий. Это все вот эти же времена, да. Война с Речью Посполитой. С чего он решил начать бунтовать, тряхнуть царством, поднять восстание? Раньше просто объясняли на самом деле. Есть история такая, что во время военных действий с Речью Посполитой царский воевода приказал казнить за непослушание старшего брата Разина. Дело в том, что по традиции, когда активные боевые действия закончились в канун зимы, он увел отряд своих казаков на Дон зимовать. Сделал это вопреки прямому приказу царского воеводы. Ну, то есть, оголил позиции. Московские его поймали, командира, и за прямое нарушение военного приказа казнили. Брата звали Иван. И вот Стенька, мол, так его потрясла казнь старшего брата, прямо как Володю Ульянова молодого, что он решил всю свою жизнь посвятить мщению московскому царю.
Так это либо не так, мстил, не мстил, это сейчас не важно. Важно другое. Почему именно за Разиным пошел народ? Давайте постараемся это понять. – 1667 год. Конфликт, собственно, Разина, полевого командира, с администрацией. Он уводит свой отряд, уж я не знаю, с разрешением либо без, уводит его в поход за зипунами. Общепринятая вещь. На стругах плывут они сначала на Урал, той части Каспия, куда впадает река Яик. Там бандитствует немного. В следующем году Разин со своей командой казаков уплывает к берегам Персии, где продолжает грабить персидские караваны, суда, пиратствовать. На каком-то этапе, говорят, Разин даже предложил уйти в найм, то есть попросил каперское свидетельство от персидского шаха. Согласился работать на него. Но персы что-то не сориентировались, испугались. Наоборот, послали против него большую флотилию. И вот летом 1669 года происходит знаменитое сражение разинских казаков с персидским флотом. Где это было, точно мы не знаем, предполагаем, реконструируем где-то в районе современного города Баку, на воде. Остров Сенги-Муган, или Свиной, как переводит его название, где-то здесь была морская битва Разина с персами. У казаков 23 струга, на них 40 пушек, у персов намного больше. Флот – это так называемые персидские бусы, вероятно, это большие корабли, которые ходили и на веслах, и под парусами. Мы не очень хорошо понимаем, что такое персидский бус, но это точно совершенно большое судно, намного больше казачьего струга, вооруженное и пушками, и командами лучников. План персов военно был простой. В буквальном смысле слова загнать казаков в сеть. Чтобы не дать ни одному казачьему пиратскому стругу уйти, персидская флотилия должна была их окружить и прижать к берегу. То есть загнать как рыбу неводом, стянуть их. А на берегу тоже было персидское войско, уже ждало казаков на тот случай, если они вздумают сойти на берег. С этой целью персидский флотоводец приказал соединить все корабли цепями, чтобы буквально загрести казачьи струги, чтобы ни один из них не мог выскользнуть. Получилось, как у Наутилуса Помпилиуса, скованные одной цепью. Широким фронтом персидские бусы пошли на разинские корабли со всех сторон. Казалось бы, Разин был обречен. Выскользнуть невозможно. Но что делает крыса, загнанная в угол, как известно? Нападает. А Разин совсем не крыса. Разин решил не бежать, а атаковать. Причем он, как впоследствии адмирал Ушаков, сконцентрировал артиллерийский огонь всех своих стругов, всех своих пушек на флагманском корабле персов, где находился военачальник. Корабль этот был горделиво украшен разноцветными флагами. Стали палить по нему из всех пушек, и в итоге не просто позбивали паруса матчи, а взорвали порох. Корабль загорелся, стал тонуть, и сразу он тяжелый, он сразу потянул с собой на дно цепями 2 соседних корабля. Ну, а те за собой все остальные. Корабли стали стягиваться, собираться в кучу. Цепь их стягивала, у персов неразбериха. Разница атакует со всех сторон. Цепляются к бусам, лезут на абордаж. Спасения нет. В общем, почти все персы были перебиты, либо перетонули. В плен попал сын персидского флотоводца, его дочь, та самая персидская княжна. Вот отсюда берется легенда о дочери неудачного флотоводца, которая станет наложницей Разина. Ну, в общем, друзья мои, это главная и вообще-то единственная победа морская русского флота в 17 веке. Когда мы говорим с вами, что русский флот начался с Петра I, с Азовской флотилии, с Воронежских верфей, регулярный, официальный, государственный военно-морской флот. Но первая победа большая русского морского флота – это победа Степана Разина на Каспии. Пиратская, каперская победа. После персидского похода разинцы вернулись домой в Астрахань очень богатыми людьми. Иностранцы вспоминали, что казаки, это бывшая голодьба, ходили по Астрахани разодетые до того роскошно, что, цитирую кавычки, одежда самых бедных была сшита из золотой парчи или шелка.
Разину при встрече кланялись в пояс горожане, как какому-то знатному боярину, величали его батюшкой. Невероятная удача, богатство, поклонение народа и, в общем-то, безнаказанность. И вся эта невероятно свалившаяся на него удача, поклонение народа, ну, в общем, как говорил известно кто, головокружение от успехов. Вот что настигло тут Степана Разина. Персы требовали Разина наказать, но как его накажешь? В общем, самый гуманный суд в мире, суд московского государя, простил Разина. Разин сдал в счет сделки с правосудием пушки в казну захваченные, сдал все струги и даже отдал захваченные знамена, как свои, так и персидские бунчуки. Но оставил себе часть богатств и получил таким образом амнистию. Отсюда берет, кстати, начало известнейшая легенда о разинской шубе. Мол, когда Разин вернулся из Персии в Астрахань, то астраханский воевода Прозоровский позавидовал его какой-то невероятно роскошной, шитой золотом шубе. Почему шитая золотом, я еще раз вам напомню, раньше шубы выглядели по-другому, не так, как сейчас. Их носили мехом вовнутрь, для тепла. А внешнюю часть шубы, вот эту кожаную, либо парчевую, бархатную, ее обшивали, расшивали узорами, золотом, драгоценными каменьями. Получалось и очень тепло, и приятно на ощупь, и красиво. И вот разинская шуба, дорогущая, приглянулась Прозоровскому, стал он себе требовать в качестве налога в рамках сделки со следствием. Разин отдавать ее не хотел, долго упирался, но в конце концов с ухмылкой уступил. Со словами: «Возьми себе, братец, шубу, только б не было в ней шуму». С угрозой, в общем. Скаламбурил. Так потом у нас Петр I любил каламбурить. Потом эту историю про шубу даже вспоминали на следствии. Когда Разин висел на дыбе, ему задавали вопросы про ту самую спорную с Прозоровским шубу. Так что история эта была широко известна. Там на Дону разинцы разбили свой лагерь, который, естественно, уже не подчинялся никаким официальным начальникам донского войска. И к нему начали со всех сторон стекаться добровольцы, потому что слава, богатство, потому что Разин невероятно удачлив, потому что он безнаказан. В 1669 году Разин пишет письма. Он понимает, что ему нужны союзники. Он пишет письма опальному патриарху Никону. Тут вообще роль опального патриарха большой вопрос. Ибо есть версия, что он был с Разиным лично знаком. По крайней мере, точно к Никону приезжали посланцы от Разина. И на допросе потом, под пытками, якобы в Москве Разин показал, что приезжал к нему в Подсимбирск старец от Никона и говорил, чтобы Разин шел вверх по Волге, а Никон пойдет со своей стороны ему навстречу. Не знаю, правда, неправда, под пытками не то скажешь. В общем, историки тут сомневаются. Но помимо Никона, Разин пишет письма Ивану Серко, предлагает союз с ним, а заодно пишет и гетману правобережной, польско-турецкой Украины Петру Дорошенко, то есть не настоящему, не выборному гетману, самоназначенному. Никто в переписку в союз с Разиным не вступил. И тогда на кругу казаки решили, что пойдут дальше в следующем году в поход сами. Пойдут воровать на Волгу. Но и при этом не только суда грабить, караваны, а хотят еще и поквитаться с бояры. И вот весна 70-го года Разин на Волге с целым караваном стругов, с целой армией. Я пришел дать вам волю. Я не буду углубляться в этимологию слов. Тут можно поспорить, что такое западное freedom, liberty, что такое свобода, а что такое русская воля, насколько эти понятия пересекаются или нет. Важен результат. Чтобы Разин не замыслил, дал-то он только одно – слезы и горе. Давайте об этом постепенно, последовательно и расскажем. Сначала захватили Царицын. Легко. Защищавшие город стрельцы перекидывались, как тогда говорили, к разинцам сами, выдали всех воевод, всех начальных людей, то есть начальники, офицеры. Как сказали потом советские историки, перешли на сторону восставшего народа. Затем Астрахань
тоже довольно легко. Пока разинцы лезли на стены этой сверхмощной крепости, одни стрельцы сражались, а другие помогали взбираться. Воевода Прозоровский, тот самый, который забрал у Разина шубу, пал в бою. Кто-то спрятался в церкви. Не помогло. Всех захваченных служилых приказных перебили. Казнили 500 человек. Месяц разинцы управляли Астраханью. Городское управление сводилось к тому, что когда Разин и его верхушка напивались, им хотелось начинать влавствовать, творить суд и расправу. Вообще воспоминания о менеджменте Разина над мирными городами довольно противоречивые. Иногда вспоминают, что на кругу якобы даже осуждали блуд, насилие и воровство. Ну, между своими, конечно. Пресекали пьянство и кого-то даже наказывали за насильничание над девками. Пороли, а бывало и казнили. Ну, а с другой стороны, справедливость для своих и справедливость для бояр, дворян, начальных людей Разин понимала совершенно по-разному. Вот в Астрахани отмечали именины царевича Федора, будущего царя. Разин же за царя, он против злых бояр. Отмечали именины царевича. Поперлись отмечать праздник на двор к астраханскому митрополиту. Стали мирно пировать, славить царевича. Но тут случайно у митрополита обнаружили 2 детей погибшего воеводы. Соответственно, 8 и 16 лет. Потащили их тут же на круг, стали вешать вниз головой, допрашивать, где воевода спрятал свои богатства. Ничего не добились. И тогда старшего 16-летнего столкнули со стены с крепостной, разбился. Это, кстати, был вообще принятый тогда способ казни у казаков. Пираты по доске корабельной, висящей над морем, заставляли идти. А наши уж, я не знаю, там по доске или просто так сталкивали со стены в ров. А младшего пожалели и вернули матери. Вот и весь справедливый казачий суд. После Астрахани решили идти вверх по Волге, туда, в сторону Москвы. Во флотилии было 2 особых струга, один обшитый черным бархатом, другой красным. Якобы на одном из них плыл опальный патриарх Никон. Я уже рассказывал, это был никакой не Никон, а какой-то казак, разодетый в одежды, содранные с астраханского митрополита. А на другом якобы был царевич Алексей, Алексей Алексеевич, тоже наследник престола, на самом деле недавно умерший. Роль царевича Алексея исполнял какой-то несчастный мальчишка. В стране тяжело, в стране раскол, на Украине гражданская война, усиление крепостного гнета, тогда говорили, поэтому разинцы встречали сочувствие среди многих простых людей. Так восстание постепенно охватывало все Поволжье. Из Астрахани Разин пошел на север, на Москву, как он говорил, спросить за многое неправды уже не с бандой, а с большой армией. Однако качество этой казачьей армии серьезно упало. Дело в том, что природные казаки, ветераны разинских походов, были разбавлены непонятным элементом. Шли вверх по Волге, воеводы молились, чтобы разинцы проплыли мимо, гарнизоны были малы, сопротивляться сил не было. По пути сдался Саратов, сдалась Самара. Тоже гарнизоны включены их в разинскую армию. Разин повсюду рассылает так называемые прелестные грамоты, призывая всем сражаться за царя, выводить и казнить изменников. Эти прелестные грамоты попадают в мировые СМИ. Европейские газеты, особенно немецкие, пишут, что царство московское шатается. Громадное изменное войско движется на столицу. Разин именует себя князь-атаманом через дефис. До самозванства он не додумался или не захотел. Дошло до того, что высылается против него большая армия, полноценная из Москвы. И там, у Симбирска, на полпути до Москвы, случилось предсказуемое. Большое сражение, а упорства в битве с регулярной армией казакам не хватило. Конечно, с армией-то биться можно, и день, и два. Но за что биться? Одно дело, когда за Родину, за Сталина, а когда за Разина? Нет. Когда сразу одолеть регулярное стрелецкое войско, полки наземного строя, нового, не получилось. В какой-то момент казаки просто сели в свои струги и уплыли. Сам Степан был ранен, взяли его с собой. А всю остальную армию бросили у стен Симбирска. И все эти вчерашние крестьяне, да, на них-то казакам было плевать. Поэтому армию крестьянскую Разин оставили на полный разгром и уничтожение. Дальше Разин на Дону пытается
собирать новое войско. Его движение становится совершенно стихийным. Оно ширилось как заразная болезнь. Какие-то шайки отдельные под предводительством других атаманов без боя захватывали другие города, и волнения подбирались даже к Нижнему Новгороду. Пришлось еще одну армию собирать Алексею Михайловичу, нового строя, полноценную, как собирали на войну с поляками либо турками. Церковь наконец-то пропела Разину анафему. Порядок восстанавливали беспощадно. Захваченных в плен бунтовщиков вешали, сажали на кол, четвертовали. В общем, террор царский запоздалый против восставших разинцев был, пожалуй, похлеще разинского террора. Так всегда у нас, как красные и белые. Это было самое жестокое подавление бунта из всех жестоких бунтов бунтажного века. Сам Разин, после того, как своим атаманством поджег полстраны, находился по-прежнему на Дону, метался, хотел собрать новую армию. В общем, казаки домовитые сами его и выдали. Казачий круг Донской решил, что Разин им более не нужен, что надо присягнуть царю. Кстати, бунт к этому подвел. Это была первая в истории официальная присяга донцов в Москве. Разина схватили и в клетке повезли в Москву. Следом за клеткой на цепи пешком шел его младший брат Фрол. Допрашивали, пытали его прямо в присутствии бояр. Царь распорядился, чтобы видели, что будет с самым злостным из всех бунтовщиков. Царь сам, кстати, приходил в пыточную, задавал вопросы. Они сохранились в архивах. Разин проявил аномальную стойкость. Нигде нет ни намека на то, что он в чем-то раскаялся, покорился, что был как-то сломлен пытками. Пугачев, я напомню, потом принародно каялся перед казнью, просил прощения. Разин нет. Разин все выдержал. Казнили его, тут спорят историки. Одни говорят, что на Болотной, как Пугачева, но все-таки склоняются, что на Красной площади, где-то около храма Василия Блаженного. Вполне возможно, что на месте, где бывшая улица Степана Разина, нынешняя Варварка, примыкает к Красной площади. Рядом там и лобное место. Вот где-то там казнили его и брата Фрола. Четвертовали обоих. Причем Фрол, говорят, перед казнью задергался, занервничал, закричал «Слово и дело государева!». А это по закону нужно было прервать казнь и заново пытать и допрашивать, что хотел рассказать Фрол. А Степан рыкнул на него: «Фрол, заткнись, рубите мне руки-ноги». Останки их потом месяцами висели как раз где-то там на кольях. Вот так закончилось свою жизнь самое поэтическое лицо в русской истории. Поэм и песен о Разине много, действительно. Самая известная песня, ее, наверное, знают все. «Ой, то не вечер, да не вечер, мне малым мало спалось». Ой, то не вечер, то не вечер, мне малым мало спалось, мне малым мало спалось, на вас не привиделось. Да, это песня народная. Называется «Сон Степана Разина». А другая, не менее известная, из-за острова на Стрежень выплывают и на первом Стенька Разин, и на втором тоже он, и на третьем Стенька Разин, и на четвертом атаман, и на пятом Стенька Разин, на шестом опять Степан. В общем, песня бесконечная. Эта песня не народная. Ее как раз сочинили в 19 веке. Из-за острова на Стяжень, на простор речной волны выплывают расписные острогрудые челны. На переднем Стенька Разин, обнявшись, сидит с княжной, свадьбу новую справляет.
Он веселый и хмельной, мощным взмахом поднимает он красавицу княжну и за борт ее бросает в набежавшую волну. Эта песня не народная, ее как раз сочинили в 19 веке. Пел Шаляпин. Вот там и за борт ее бросает в набежавшую волну. Да, это та самая дочь персидского флотоводца, княжна персидская. Что это за история? Ну, на самом деле легенда, я обещал вам рассказать. Она встречается в воспоминаниях того самого голландского путешественника Яна Стрюйса. На самом деле, по персидским источникам у того самого незадачливого персидского командира никакой дочери просто не было. Поэтому, если кто-то и была в наложницах, а наверняка была и наверняка не одна у Стеньки Разина, то это точно не персидская княжна. Еще одна всем известная песня считается, кстати, любимой песней Ленина. Символично. «Есть на Волге утес». Есть на Волге утес, тихий махом образ, от потопа подножья до края. И стоит сотни лет, только махом одет, ни нужды, ни заботы, ни зная. Но если правда, что Ленин любил эту песню, то он, наверное, очень удивился бы, если бы узнал, что автор и стихов, и музыки член Императорского Российского военно-исторического общества генерал-лейтенант Навродский, кавалер множества боевых орденов, многократно раненый в боях за веру царя и отечества, и активный участник подавления польского восстания 1963 года, царский генерал. И хотя каждый год по церквам на Руси человека того проклинают, но приволжский народ о нем песни поет и с почетом его вспоминает. Место, где якобы Стенька выбросил за борт якобы персидскую княжну, искали много-много раз. Мест этих много на Волге. Но одно из них вот как-то так в народном сознании зафиксировалось. Так называемый утес Степана Разина. Огромный, кстати, 40 метров высотой в Саратовской области, на берегу Волгоградского водохранилища. Место это считается проклятым, потому что, согласно народной мифологии, где-то там на утесе заодно Разин схоронил все свои несметные сокровища. Копали и там, и сям, искали. Где только об этом не писали. Я читал в советских газетах старых 30-х годов, какие-то трактористы тоже что-то там наши искали. Но тут почувствовали страшную головную боль, головокружение и даже теряли сознание. Потом приезжали ученые. Ну и в рациональные советские времена проводили замерения, физические опыты. Действительно, не случайно испытывали там люди и галлюцинации, дурноту и головокружение, потому что там какие-то странные залежи пород. То есть очень сильное электромагнитное излучение. Так в документах и написали. Сокровища Разина ни при чем. А сейчас бы, наверное, подошли по-другому. Вспомнили бы, наверное, и НЛО, и рептилоидов, и всякие параллельные измерения. Вот даю подсказку сценаристам, дорогие мои, что вы там все ищете, какие-то неправильные места для перемещения во времени. То у нас наши попаданцы стартуют в Стоунхедже, то в каких-то, значит, катакомбах неясных. Вот, Волга. Волгоградское водохранилище. Центр Руси. Отличное место для релокации и перемещения во времени. Правда, уж не знаю, куда там можно переместиться. Не советовал бы попасть во времена Разина, непосредственно к атаману. Боюсь, вам там пришлось бы долго объясняться, кто вы и откуда. В лучшем случае, прямо бы улетели в набежавшую волну. А вообще, Разин, конечно, любимец поэтов, писателей. Он герой не только Пушкина и народный, он герой и Алексея
Константиновича Толстого и Марины Цветаевой, Максимилиана Волошина и Велимира Хлебникова, Гелеровского и Евгения Евтушенко. Ему посвящены повести и романы, картины Кустодиева и Сурикова. Ну и, конечно, он любимый киногерой. Вообще Разин первый киногерой. Если бы я читал лекцию американцам, я бы обязательно сказал, что вот у вас есть The Last Action Hero Арнольд Шварценеггер. А у нас Разин The First Action Hero, потому что это первый киногерой. Герой самого первого русского кинофильма 1908 года. Фильм небольшой, конечно, по современным меркам, скорее, можно сказать, клип к песне «Из-за острова Настрежен». Но, тем не менее, пожалуйста. 1914 год снимается уже большой 100-минутный блокбастер «Стенька Разин». Вот он, к сожалению, большому не сохранился. В 20-е, 30-е годы в Германии снимается, не поверите, целых 2 фильма о Степане Разине. «Волга-Волга», «Русская река» и «Стенька Разин». Ну, понятно, что оба фильма сняты нашими иммигрантами. 1939 год. Большое советское историческое кино «Степан Разин». Ну и, наконец, громадно нереализованный, к сожалению, проект по сценарию Василия Шукшина. Вообще, это кинопроект всей его жизни, он считал. Эпопея в 3 сериях была запланирована. Много раз переделывал сценарий, подавал заявки в Госкино. Ну вот не успел, не сложилось. Разину везет из географии 5 поселков, понятно, в Поволжье, улицы минимум в 30 городах. Центральная Варварка была в советские годы Степана Разина. Пивной завод в Петербурге, кстати, один из старейших, работал еще с 18 века, по другим названиям. Потом его закрыли. Теперь это технопарк, тоже называется Степан Разин. Так что в памяти народной Разину повезло гораздо больше, чем в жизни. В чем секрет Разина? В чем первопричина? Харизма? Очарование зла? Или просто поймал народное настроение, какие-то токи энергетические, какую-то энергию мысли? Вот Русь, птица-тройка. Дай ответ. Почему? Прямого ответа не существует, ибо вопрос сам этот восходит напрямую. Я все время говорю, это серьезный вопрос, к осознанию природы русского бунта. Я об этом говорил и в лекции про Пугачева. Послушайте. Бунта беспощадного, но не бессмысленного. Потому что бунт в России, помимо всех своих страшных, кровавых бунтарских проявлений, это такой довольно специфический способ коррекции общественного договора. Вот когда уже народ доведен, а легальных способов откорректировать отношения с властью, улучшить свою жизнь нет, вот это все и начинается. Поэтому для того, чтобы этот вопрос всегда оставался исключительно в теоретической плоскости, надо думать об этом не только историкам, об этом надо думать политикам. Вот это главный урок, который надо извлекать из столь неприятной темы, как бунты, мятежи Разина, Пугачева. Вам спасибо всем за любовь к русской истории. Еще раз поздравляю прошедшими новогодними праздниками. Ну и до следующих встреч. Впереди нас ждет самое интересное. Рубеж 19-20 века. Мы все ближе и ближе подбираемся к дню сегодняшнему. А с 17 веком мы прощаемся. До следующих встреч.